Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание энергетическим вампирам и поговорим о том, как вы можете защититься. И если сделаете это, энергетический вампир никогда вам не навредит. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, в нашей жизни встречаются два типа людей. Тип первых людей – это очень приятные, это положительные люди. И поговорив с ними, даже если все валится у вас из рук, и у вас много неприятностей, вам становится легко и спокойно. И рядом с такими людьми вам даже хочется находиться, общаться с такими людьми, потому что это вам как минимум приносит удовольствие. Потому что от таких людей исходит светлая и положительная энергия. Но есть и другой тип людей, полная противоположность первому типу. Это люди после общения, с которыми вам становится просто пусто на душе, с которыми вам не хочется находиться даже в одном помещении. Общение с ними у вас вызывает дискомфорт. Также после такого общения у вас может появляться чувство апатии, у вас начинает болеть голова, вам даже не здоровится. И эти люди постоянно пытаются навязать вам свое присутствие. И от них даже, знаете, в какой-то степени веет холодом и негативом, даже если они в этот момент улыбаются и пытаются проявлять дружелюбие. То знаете, все это наиграно и не чистосердечно. И вот второй тип людей – это энергетические вампиры, которые не имеют страшную вроде бы внешность, не отличаются от нас какими-либо признаками. Они имеют такую энергетику, которую постоянно для того, чтобы себя хорошо чувствовать и для того, чтобы в жизни все ладилось и было хорошо, им нужно постоянно подпитывать себя чужой энергией. И вот они подпитываются нашей энергетикой, а мы после этого чувствуем себя разбито, и у нас после частого общения с таким человеком в жизни, к сожалению, начинаются неприятности и всевозможные проблемы. Энергетические вампиры, они сеют вокруг себя негатив. Они создают конфликты, они постоянно выясняют отношения, они хамят, они втягивают окружающих их людей в сплетни. Им становится хорошо от того, что они видят, что окружающим их людям плохо. Каждое следующее общение с таким человеком грозит сильными неприятностями, так как, наткнувшись на такого человека, он с каждым разом все больше будет отбирать у вас энергию. И в очередной раз вы не успеете к тому моменту восстановиться и останетесь без нее. И в этот момент вы притягиваете к себе негатив, который начинает портить вам жизнь. Конечно же, появляется вопрос, а что же делать? Ведь мы не можем закрыться и не выходить из дома. Поэтому очень правильным решением будет перестать общаться с таким человеком. Но не всегда у нас это может получиться, так как энергетическим вампиром может быть даже член вашей семьи. Сотрудник, с которым вы должны, хотите вы, не хотите, вам придется пересекаться с ним. Это может быть соседка и еще кто-то из людей, общение с которыми вы не можете ограничить. Поэтому первым делом вам нужно научиться ограждаться от такого человека, показывать ему, что вы сильнее. Ни в коем случае не вступайте в конфликты. Когда вы почувствовали что-то неладное, вам нужно сразу же отойти от этого человека. Найдите укромное место, где вас никто не потревожит, и проведите внутренней стороной ладошек.
развернутых к вам, начиная от головы и опускайтесь вниз. Так вы будете равнять свое энергетическое поле. При этом вам нужно будет сказать такие слова: энергию свою равняю, вампиру забрать ее не позволяю. Я ее восстановлю и навредить мне не позволю. Это нужно будет проделать и проговорить трижды. Вы будете чувствовать тепло, и это будет означать, что ваш энергетический баланс восстанавливается. Этот способ подойдет, если вы столкнулись с энергетическим вампиром неожиданно и были не подготовлены к этому. Когда вы точно знаете, что столкнетесь с энергетическим вампиром, тогда перед выходом из дома правой ногой вокруг себя нарисуйте круг. При этом ваши ладошки держите на уровне груди. И когда вы будете рисовать, нужно сказать такие слова: круг вокруг себя рисую, энергию свою в нем сохраню я. Этот круг – защита моя от энергетического вампира. Энергетическое поле свое уберегу и отобрать его не позволю. Я под защитой сильной. Все, что мне сделать будет, пытаться все ему, и это будет возвращаться. Затем съешьте ложку меда. Мед у нас означает чистоту, и он способен укреплять ваше энергетическое поле и помогать вам выставить защиту. Когда будете есть мед, скажите следующие слова: мед съедаю, защиту для себя выставляю и действие круга усиливаю. После этого спокойно вы можете отправляться по вашим делам. Энергетический вампир не сможет больше вам навредить. У вас стоит сильная защита, и все его посылы будут отбиваться от защитного круга и не сможет к вам пробиться. Еще одним способом, чтобы защититься от энергетического вампира, нужно в кармане носить маленькое зеркало. Его нужно заговорить, и оно будет весь негатив отражать обратно к этому человеку. Но этим зеркальцем нельзя пользоваться для своих целей, только для того, чтобы отбить чужое влияние. Итак, в полночь возьмите свечу, зажгите ее от 3 спичек одновременно и против часовой стрелки над свечой проводите зеркалом и при этом скажите такие слова: «Зеркало заговариваю, оно навредить мне не позволит. Весь негатив от меня отобьет и к энергетическому вампиру его вернет». Затем с левой стороны капните на него капельку воска. После этого оставьте его возле свечи и дайте ей догореть. Затем выкиньте свечу через правое плечо. Ваше зеркало готово. Берите его с собой и ничего не бойтесь. Больше вам никто не навредит. После общения с таким человеком всегда пытайтесь притянуть к себе положительные обязательные эмоции. Для этого вы можете прогуляться. Если у вас есть свободное время, вы можете посмотреть хороший фильм, поужинайте в кругу семьи или ваших друзей. Но обязательно поднимайте свои вибрации. Это очень важно. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. А прямо сейчас вы на экране видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной и нужной для вас информации. Приятного просмотра!